Несмотря на жесткие правила, с 30-килограммовой гантелью все наши герои справились как с пушинкой. Ну, я думаю, до полтинника, можно выйти. Но в итоге все пошло не так, как мы планировали изначально. Абсолютно все. Хотя и компанию мы собрали по-настоящему чемпионскую, и в вопросе бицепса подкованную. Последний раз на соревнованиях поднял 92,5, а на предыдущих поднял строгий подъем на бицепс 95. Даже Георгий Таутиев согласился нам показать свою богатырскую силу в этом движении. Да и веса парни поднимали очень большие. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Если честно, это больше не испуг, а это больше как психологический какой-то такой щелчок. Вот скажите, эти уверенные 140 килограммов на 4 повторения от Магнуса Самуэльсона, что это? Фейк или правда? Уж больно легко не даются шведскому стронгу, да еще и на прямом грифе. Подъем на бицепс штанги с весом 140 кг на 4 повторения выполнялся Магнусом Самуэльсоном в ходе съемок фильма World's Strongest Arms. Это был его фильм, где к нему по сценарию приехал в гости Свен Карлсон, и они вместе тренировались. Кроме данного подъема на бицепс, также выполнялся, например, жим лежа 272. Изначально именно этому рекорду мы и планировали посвятить 4-ю серию проекта «Самый сильный бицепс». Единственное, что перед началом работы над этой серией мы решили сделать небольшой челлендж. Уж больно неоднозначную реакцию вызвал разбор рекорда Лората. Мало того, что это движение чисто рукоборцев, но даже не все рукоборцы понимают, как правильно делать это движение. И вот поэтому мы вспомнили наш давний выпуск, где мы с Дзамбулатом повторяли подъем 45-килограммовой гантели от Тити Флетчера. И вес вроде поменьше, и движение более привычное. Но тогда, правда, за нашу технику наши подписчики разнесли нас в пух и прах. И поэтому в этот раз мы решили максимально ужесточить правила выполнения подъема. Итак, задницу нужно подвинуть максимально на край. Плечо полностью положить на скамью. Берем гантелину, опускаем, полностью распрямляем руку до прямой линии, до максимально прямой линии. И сгибаем. И все бы было просто, если бы не оказалось так сложно. Произошла эта история в клубе The Athletic у Дмитрия Крылова, куда проверить свои силы в подъеме на бицепс вызвался не кто-нибудь, а победитель Московской Олимпии, абсолютный чемпион Siberian Power Show Ашот Каграманян. Еще одним бодибилдером на нашем поле битвы стал некогда Men's Physique, а нынче просто накачанный веселый парень Александр Фанта, который уже, так же как и Ашот, справился с весом в 35 килограммов. Что очень приятно, откликнувшись на наше обращение в Инстаграм, в съемках программы приняли участие подписчики нашего канала. Люблю поднимать на бицепс, поэтому сюда и приехал. Я всегда занимался тяжелой атлетикой, сейчас я перешел в рестлинг. Двое рукоборцев, Руслан Султанов и Леонид Поплевкин, справились с весом в 30 килограммов. А вот Павел Ермаков, для которого специализация является строгий подъем на бицепс, замахнулся на победу в нашем челлендже. 35 взлетели у него очень легко. Ага. Вообще четко. Где-то человек ударит. Претензии на 40. И вот пришло время 40-килограммовой гантели. Главное, чтобы сейчас скотч не расклеился. Поэтому, ребят, не кидаем, старайтесь не кидать. Я здесь. Так. Ох, блядь. Обидно то, что вес для меня 40 килограмм – это вообще не вес. То есть я его даже не чувствовал. Именно из-за того, что вот это вот положение, когда у тебя просто все растягивается, а руки у меня сами по себе априори до конца не тянутся,
Вот, видимо, чуть-чуть, получается, растянул, из-за этого надрыв получился. Физически он был готов поднять и 40, и 45. Потенциал огромный, да. И такое ощущение, что вот 40 килограмм, как бы смакуя, он так спокойно работал. Соответственно, мне, опять же, впечатление, что гипертонус мышц бицепса не позволил вот в этой критической точке разгиба его нормально проконтролировать, и получилось вот то, что получилось, к сожалению. Что стало истинной причиной травмы, сказать трудно. Возможно, свою роль сыграла и усталость от недавних соревнований. Возможно, слишком опасно и само движение. Что здесь точно нельзя делать, так это бесконтрольно опускать вес. Скорость здесь главный враг. Поэтому от запуска челленджа мы сразу отказались. Да и вообще, в какой-то момент подумали, что стоит закончить съемку. Азарт есть азарт. Я не могу сказать, что 35 мне было супер тяжело, да, но я чувствую нагрузку на связку в любом случае, да, движение для меня непривычное. Но сам факт отрыва бицепса у более опытного и специализирующегося в этой области спортсмена, конечно, демотивирует сильно, деморализует, я бы сказал. Поэтому тут нужно подумать. Я, наверное, попробую опустить, если я почувствую неприятное ощущение. Попробуем опустить. Да, давай, хочешь, давай, я тебя подстрахую. Ой, я шот. Попробую со согнутой рукой, но это почувствую неприятное. Сань, держи, рядом, руки рядом. Пошел. Давай. Не буду. Как вариант, Александр с Ашотом попробовали подъем в более короткой амплитуде, не разгибая полностью руку. Но это все-таки уже совсем другое движение, ведь каждый сантиметр здесь дает хороший прирост в килограммах. Но повторимся, у наших героев есть причины для перестраховки. Ведь для бодибилдера такая травма может поставить крест на успешной карьере. Да что говорить, даже чемпион по арму Георгий Таутиев не стал рисковать и ограничился лишь 33 килограммами, сказав, что это непривычное для него движение. Их можно понять, но лично я сам продолжу, потому что для меня это движение привычное. Вызов брошен, и сначала нужно справиться с неуступчивой сороковкой. Василий, на край надо жопу. Следующий подход – гантель в 45 килограммов. Да, все, были из игры. Василий, 45 килограмм. Я руки рядом, но... Я держу. Но! 45. Получилось не совсем чисто, но получилось. Зачет или нет, это уже решать вам. Каждую минуту хотелось, каждую секунду эту гантель у тебя выхватить и сказать: Вася, не надо, слушай, оставь ты ее в покое, потому что слишком большая, ты поднял, это впечатляет. В любом случае, здесь можно было бы громко сказать, что армрестлинг рулит. Но все испортил Ашот, втянув нас всех в новую авантюру, в которой, по итогу, мне точно не нужно было участвовать. Короче, Ашот решил проверить свой максимум в подъеме штанги у стены. А мы ведь с вами помним, чем такие эксперименты закончились для Каллума фон Могана. Как-то, выполняя с Крисом Бамстедом парный подъем 180-килограммовой штанги, он тупо оторвал себе бицепс. Говорит, Каллум мне не указ. Каллум, говорит, не указ, эти американцы, у них, говорит, вообще климат плохой, все плохое. Короче, самым шебутным в итоге оказался Ашот. Ну а пока парни разминаются, давайте-ка заглянем в Зеленоград, где мы с Олегом Саковичем и Низами Тагиевым где-то за неделю до этой съемки первый раз попробовали дойти до максимума в таком подъеме. А чтоб поднималось веселее и больше, к нашей дружной компании в тот раз присоединился Валерий Морозов. Тренируюсь достаточно давно, играю в регби, профессиональный регбист. Все, просто не люблю поднимать на бицепс. Итак, с 35 килограммами справились все, а вот дальше начались проблемы. На 38 забуксовал Олег Сакович. Низами прошел дальше, но уперся в 40. Для объективности здесь стоит сказать, что буквально за полчаса до этого испытания Низами затащил 100 у стены.
Ну а для Олега Соковича, как и для других героев нашего эксперимента, это не совсем привычное движение. И мы уверены, что после пары-тройки тренировок они смогут ощутимо увеличить результат. Но это будет завтра. А сегодня заруба продолжается. Короче, 43 килограмма. Добрались до 43 кило. Подожди. Все, работаем. Я ее долго внизу держал. Мне было интересно. Это был решающий сантиметр. Ну, тут Сейчас самое, ты да. разогнул. Нет, можно попробовать еще раз. Ты сейчас разогнул. Сейчас у тебя был чистый, прям вот ровная линия. Давай! Просто хана. Это просто вообще. Ну что, вы поняли, кто чемпион? Я чемпион. Хотя здесь не все так просто. А не просто все потому, что Ашот оказался не только очень азартным, но и чертовски сильным. И не без труда, но 75 килограммов он уже затащил и замахнулся на 80. Поднять 80 у Ашота не получилось, но суть-то в том, что и 75 килограммов ему хватило, чтобы расправиться со мной, потому как я смог осилить лишь 70, а 75 в этот раз мне не покорились. Но факт этой победы Ашота абсолютно не успокоил, и он все продолжал и продолжал штурмовать неуступчивую штангу. Что ни говори, а отступать это не в характере настоящего чемпиона, даже несмотря на все риски. У меня, кстати, ощущение, что Ашот может сделать эту штангу вот так, но не согнуть в бицепсе, блин. Он реально закидывает ее аж сюда. Надо вот просто делать вот сюда, блин. Работая над монтажом этой программы, мы неожиданно пришли к пониманию, что наш результат в подъеме одной рукой на скамье скота ставит под сомнение рекорд шведского стронга. Хотя Дмитрий Головинский тут же уверил нас, что эти 140 на 4 более чем реальны. Сомнений в том, что были именно эти веса, на именно это количество повторений, у меня нет. Также в ходе фильма там выполнялись замеры. У Магнуса Самуэльсона на тот момент была рука в обхвате 60 сантиметров. И это стронг, это человек, который привык поднимать большие веса, поэтому я думаю, что на сегодняшний день железному рейтингу придется сильно постараться, чтобы найти спортсмена, который сможет повторить данный подъем в тот манер, а там был довольно-таки плюс-минус чистый подъем, как это делал Магнус Самуэльсон. Дмитрий, мы готовы поспорить. Вот кадры из этого фильма, где Магнусон очень неуверенно работает на скамье скота с 45-килограммовой гантелью, причем в статике. А мы-то с этим весом работали в динамике, да еще в полную амплитуду. Но где мы и где 140? Тяжело. Я прям понимаю и чувствую, что я... Ну давайте от рекордов вернемся к грустной части нашей истории. Василий, приветствую. Всем привет. Привет железному рейтингу. Прошло 8 дней после операции. Чувствую себя хорошо. Рука нормально. Врачи констатировали у Павла отрыв дистонального сухожилия бицепса, но пришили все обратно, пообещав, что в этом месте уже точно ничего не порвется. Ну а Павел рекомендует вам всем быть внимательней при работе с максимальными весами, а также обещает в скорейшем времени вернуться в зал и поставить пару новых рекордов. Поэтому ждите его в одной из наших будущих программ. Сейчас вот на тренировочке. На 15 повторений, что никогда такого не было со мной. Ну, психологически нормально, то есть не страшно. Так что все будет хорошо. Но челлендж мы тоже проведем, даже еще круче. И все подробности этого челленджа уже у нас в Инстаграм.
А мы прощаемся с вами. До скорых встреч!